Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не устаю вас благодарить. Спасибо за поддержку моего YouTube-канала. Сегодня я для вас подготовила тему «Во власти хочу», «Во власти детских доминантов». Я в своей книге писала про ТБС, ТБУ, есть ролики, но я все там же, я исследую тот же внутренний мир, и из-за того, что я кропотливо его исследую, у меня появляются новые идеи, новые ракурсы, новые мысли, и, возможно, они вам помогут справиться с этими монстрами нашей психики. Почему я их называю монстры? А, Доминанта, вы уже про это знаете, когда создается такое определенная конфигурация наших нейронов, оно внезапно включается. То есть мы когда-то что-то пережили, и мы попадаем как будто в параллельное пространство, опять и опять переживая эти моменты. Доминантами являются все детские травмы, которые были. Но не только детские травмы, можно пережить какое-то эмоционально сильное событие, хорошее или плохое, это не важно. И образуется вот такая доминанта. Монстры. Почему монстры? Они небольшие, и они кажутся нам громадными, и мы становимся щепками перед ними именно из-за того, что они избыточно эмоционально заряжены. Вот, например, как младенческое желание, чтобы меня, безусловно, принимали. Как раз про это вышел ролик в пятницу. Или же мечта о том самом человеке, о неком прекрасном родителе. Я его даже могла создать в фантазии, никогда не встречать. Или же мой родитель иногда был таким, но я это запомнила, положила, и теперь это эмоционально заряженное «хочу». Когда у человека включается доминант, он начинает полностью затапливаться эмоционально. Он становится подневольным рабом. Он ничего не может сделать со своими эмоциями. Он продолжает и продолжает эмоционировать, если человек уже достаточно сведущий в психологии, и он понимает, что он сейчас куда-то провалился, попал, он, несмотря на это, все равно продолжает генерить эту эмоцию. То есть психика становится неуправляемой. Как будто водитель машины, на которой ты едешь, сошел с ума или там выпил, и он едет уже абы как. То есть психика идет в разнос. И свои доминанты надо знать в лицо, потому что они могут человека довести до депрессии. Например, мечта о том самом. То есть, как вот давайте на этом примере исследуем механизм доминанты. У меня есть мечта о том самом человеке. Тот самый человек должен своим появлением сделать мою жизнь какой-то другой. Он а, привнесет то, чего у меня не было до его появления. И создается «хочу», и это «хочу» отдает команду всей личности. Личность должна добыть такого человека. То есть фактически в личности внутри начинает плакать ребенок, истерить, бить ножками и требовать «добудь мне того самого, добудь мне того самого». И личность вся погружается в депрессию. То есть она испытывает постоянное давление из этой доминанты. Эта доминанта как будто генерит генерит истерику, и личность в какой-то момент сдается и занимается поиском того самого. Но так как тот самый не находится, все не те самые, со всеми что-то не так, то накормить этот голод невозможно. Это такой громадный род, который накормлен никогда не может быть. Почему? Потому что если желание идеалистическое, фантазийное, детское, не соотнесенное с реальностью, оно не может в полной мере воплотиться. И из-за этого все время есть ненакормленность, недостаточность. Все не так. И эта недостаточность, она становится болью, а эта боль становится агрессией. Вот представьте, если бы кто-то вас постоянно над ухом орал или тыкал вас. И
хочется в какой-то момент ты терпишь, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя поднимается злость. Вот как с маленькими детьми. Они же не понимают, что уже все, нам невыносимо. И мы в этот момент, когда вспыхивает злость, мы куда-то прекращаем его действие, да, мы это действие, говорим ему за руку, берем, говорим, стоп, да, замолчи, прекрати. Наша злость, поднимающаяся, позволяет нам что-то изменить, проявить активность. Но представьте, когда тебя что-то беспокоит, что-то тебя раздражает, а что ты не можешь понять. И тогда личность в целом взвинченная, она какая-то не такая. Вот я думаю, вы уже ваши спонсоры, умные люди, ну, вы дополнительно подписались, больше смотрите в 2 раза роликов. Вы понимаете, что вы не в адеквате сейчас, не в адеквате не управляете собой, что-то ненормальное. И наши доминанты, ну, например, они могут вспыхнуть, когда там мы делаем ошибку, или же когда какая-то важная встреча, мы боимся не понравиться. То есть это всегда генерирование эмоций больше, чем сама личность. Потому что эти эмоции не детские, они избыточные, они истеричные, и они дикие для человека. Вот это генерирование избыточности, его можно, чем раньше мы его замечаем, тем раньше мы можем это прекратить. Но если мы попадаем в этот водоворот, то можно только переждать. И доминанты, как звери в зоопарке, они должны быть накормленными. Многие люди думают, что они вылечатся, да, и вот те стрессовые, эмоционально заряженные события, которые они пережили, они в какой-то момент вообще перестанут на них действовать. Я постоянно это вижу на сессиях, когда человек говорит, ну вот опять, ну вот опять. И вот в этом «ну опять» видно презрение к себе болеющему. Болеющее я беру в кавычки. То есть человек как будто все равно не хочет признавать, что ты такой. У тебя есть только это тело, это психика, и с этим надо научиться жить, оптимизировать то, что есть. И к доминантам иногда хочется обратиться с таким криком «дай мне жить уже, отпусти меня». Там, «отпусти меня мой гнев, отпусти меня мой страх, отпусти меня моя зависимость». Вот с такого обращения начинается сепарация от доминанта. То есть сепарация – это отдельность. Это когда ты не захвачен доминантой и не веришь тому сюжету, который разворачивается внутри ее, а у тебя появляется критический взгляд на это. И я думаю, что те, которые уже понимают, что их несет, что они слетели с катушек, что они уже как будто ненормальные или ненормальные, они уже пытались себя останавливать, и у тебя возникает ощущение, как я говорю, как будто ты с деревянной сабелькой пытаешься остановить несущийся поезд. Но первоначально ты вообще не можешь его остановить. Потом ты можешь его затормозить. Для того, чтобы человеку выйти из-под власти доминант, ему придется поумнеть и развить волю. Для чего нам умнеть? Потому что нам с вами нужен критический взгляд на эту доминанту. Когда ребенок истерит и требует купить куклу или требует найти ему подружку или друга, или же требует, что ты плохая мама, ты должна быть хорошая, в этот момент можно поддаться и начать или оправдываться, или кричать на этого ребенка, но или же потакать ему, да, вот мы когда потакаем своим доминантам, то мы становимся еще больше рабами их. Мы как будто убеждаем себя, что да, можно накормить. Или же мы ищем другого человека, которым мы хотели бы заткнуть эту доминанту. То есть она жрет нас, а мы хотели бы уже кого-нибудь кинуть в эту пасть дракона, принести в жертву, чтобы она нас отпустила. Да, когда идет вот требование того самого человека, то мы ищем того самого человека, чтобы этот ор уже прекратить внутри. Хотя бы уже чуть-чуть пожить, поработать,
выдохнуть, не быть в этом напряжении. И вот эта вот возможность быть умным, то есть критически смотреть на это. Я знаю это по себе и видела это в клиентах, когда включается доминанта, человек как будто тупеет, то есть он регрессирует. И если на доминанты не смотрится как на безумие, а безумие с точки зрения взрослого, как на несбыточное вот это хочу, то есть это хочу не форматируется под реальность, то человеку даже в целом запрещено умнеть. То есть такой идет запрет на поумнеть. Потому что если я поумнею, я этим умнением разоблачу эту доминанту. То есть фактически человеку надо смочь за счет силы личности выйти из того смерча, который его полностью закручивает и вовлекает в этот сценарий. Но для этого надо понять, что, например, вот, допустим, мстительность вспыхивает, да, когда да, ты для человека много делал, а потом ты обратился к нему с просьбой, а он тебя отверг. И в этот момент вспыхивает мстительность. И мы уже в плену доминанты. И в этот момент надо понять, что я сейчас ненормальный, я в плену доминанты. Критически посмотреть на эту мстительность. Для того, чтобы критически смотреть, надо, чтобы был сильный ум и было знание внутренних процессов. То есть для того мы не можем с вами в полной мере выйти из наших доминант, ну, допустим, там, страх мужчин или страх женщин. Это все равно бессознательно будет. Но мы можем значительно преуменьшать. Вот это желание избавиться, вылечить, оно не позволяет это потом узнавать. И ты это узнаешь, когда тебя уже ты накрывает, и то там через 3 дня ты понял, что меня там накрыло. Вот это вот момент узнавания и противостояния, это подготовка к этой битве всю оставшуюся жизнь. То есть фактически мы все время боремся с вот этими монстрами нашей психики. Мы как будто все время должны понимать, что они могут проснуться, как Годзилла, да, и встать из морской пучины. И мы должны быть готовы к приходу этой Годзиллы. Мы не можем повлиять, запретить ей вставать. И чем личности больше появляется критического мышления действительного, тем легче ей быть сепарированной от этой доминанты, именно сепарированной, отдельной. То есть ты понимаешь, что в тебе это поднимается, и ты уже можешь предпринять какие-то действия. Например, ты понимаешь, что ты идеализируешь другого, и ты начинаешь себя тормозить, сепарируясь и говоря, подожди, ты опять в это вылетаешь. Это опять это. Видите, вот это вот узнавание. То есть наши доминанты, они не могут быть ненакормленными. Если эти звери голодают, то в какой-то момент они пробудятся и захватят власть. То есть эти звери, их надо знать и их надо кормить. Да? Как я вот говорю иногда себе в уме, я тебя накормила, дай мне теперь пожить. Я тебя накормила, дай мне пожить. Мы их кормим сериалами, мы их кормим какими-то фантазиями, мы кормим их придуманными историями, мы покормим их верой в каких-то хороших людей, запрещая себе видеть критично другого человека. То есть кормить их придется. Но важно понимать, что это именно кормление доминант, а не реальная действительность. Поэтому подумайте, кто они, эти годзиллы вашей психики, и подумайте, каким образом вам напоминать себе, что это сейчас пробуждение доминанты, а не то, что происходит на самом деле. И подумайте, как вы можете безопасно их накормить для того, чтобы они дали вам жить. Пишите свои инсайты, пишите, что вы думаете про это. Может быть, у вас уже есть какие-то методы противостояния своим доминантам, и вы поделитесь с другими зрителями. Напомню, что у нас 31 января стартует проект Матеус. Мы там исследуем эмоции. Вы под псевдонимами пишите
эссе про эмоцию и иллюстрируйте это. И я буду давать отзыв, видеоотзыв на каждое написанное эссе. И еще будет Татьяна Смрига, она будет давать отзыв на вашу иллюстрацию. Иллюстрировать эссе можно чем угодно: видеороликом, скульптурой, фотографией, рисунком, коллажом и так далее. И я буду с вами прощаться. До встречи.